Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам топ-10 смартфонов до 30 тысяч рублей на сегодняшний день или до $300. Разумеется, это цены танцуют от распродаж, разумеется, это не в магазине рядом, потому что магазину рядом нужно платить за аренду, платить зарплату продавцам, налоги, ну и в принципе на то, чтобы расти, шириться и создавать новые магазины, нужны деньги тоже. Поэтому эти железки в магазинах рядом это хорошо, вы ходите, смотрите, тестируете, а потом покупаете там, где выгодно. Если говорить о ситуации в целом, мы помним, что 30 тысяч рублей позавчера это было $400, теперь это $300. Вся электроника торгуется в долларах. Следующий момент. $300 это что такое? Это либо смартфоны в глобальной версии бюджетного сегмента, либо это смартфоны среднего класса, но, к сожалению, для нас китайских версий, то есть там либо не будет бендов, либо еще чего-то. И при любом раскладе всегда любую электронику нужно планировать, чтобы приобрести. Каким образом? Вы прикидываете бюджет и то, что вам надо. Расписываете на бумажке. И для того, чтобы не переплатить, вы должны четко понимать, что вам надо, на какой период, где вы будете покупать. И только потом уже делать выводы, стоит ли что-то брать или нет. К сожалению, большинство производителей куда идут? В камеры, потому что это самое интересное, и поэтому смартфоны становятся самыми дорогими. Следующий момент, что они пытаются любыми способами и средствами продвигать в массы, разумеется, это игры, игровой процесс. И дальше уже, к сожалению, идут экраны, материалы и все остальное. Все смартфоны, которые вы увидите сегодня в топе, я рекомендую. Все их я приобретал в течение года. Тестировал, потом продавал, часть из них оставлял себе для сравнений. И все, что есть сегодня в топе, мне в принципе понравилось. Часть из этих девайсов можно купить до 30 тысяч, часть нужно будет заплатить чуть-чуть больше. Вполне возможно, когда вы будете смотреть этот топ, курс стабилизируется и все будет значительно ниже, чем 30 тысяч рублей. На канале уже был топ флагманов по соотношению цена-качество, свежий. Топ до 50 тысяч рублей, будет еще топ до 20 тысяч рублей и будет топ до 40 тысяч рублей. Вот этот топ до 30 тысяч рублей, по мне, я считаю самым оптимальным. Не забываем, что полноценные обзоры есть на канале на все эти устройства с примерами фото-видео. Примеры фото-видео исходники. В моей личной телеге подписываемся, пишем там, смотрим и общаемся по поводу железа, которое я тестирую в режиме онлайн. Телеграм-канал взаимопомощи, где нас 15 тысяч человек, также по ссылке в описании, там прописывайте свое техзадание и сами пользователи советуют вам, что приобрести. Ну а самое главное, это комментарии к любому из моих обзоров, потому что там люди пишут, что либо я прав, либо не прав. С чем-то они согласны, с чем нет, но это уже пользователи данных устройств, либо люди, которые планируют купить данное устройство. Моя миссия всегда в каждом обзоре, в каждом топе указать вам на то, что я стараюсь найти недостатки. Достоинства вы можете посмотреть в рекламе, пресс-релизе. Здесь не будет каких-то смартфонов, допустим, от Honor, которые являются, по моему мнению, шлаком за оверпрайс, их хорошо пихают вам, и вы приобретаете, и хорошо, это ваше право. Здесь не будет третьего эшелона, потому что сегодня вы со счастливым глазами купите железяку, которая за 30 тысяч рублей дает вам беспроводную зарядку, а через полгода вы будете с этой железякой сидеть на Авито очень грустные, без возможности продать вообще за какие-то деньги, потому что это третий эшелон. Понятно, что кредитоспособность населения падает, но все хотят ходить с хорошими аппаратами задешево. Третий эшелон хорошими аппаратами, к сожалению, если даже станет, то не скоро. Почему? Потому что программистов на всех не хватает, инженеров на всех не хватает. И что бы кто ни говорил, флагманов третьего эшелона за последний год вышло много. Но сколько блогеров с ними ходит, а сколько ходит с ними обычных людей? Ну вы поняли. Почему? Потому что программное обеспечение, допустим, у тех же OnePlus, Realme, либо Xiaomi идет одинаковое, что на телефон за 10 тысяч рублей, что на телефон за 100 тысяч рублей. И программисты одни и те же, плюс-минус. И если это дело работает относительно хорошо на очень дорогой модели, на среднебюджетнике, на среднем ценовом сегменте, он тоже будет хорошо работать. В общем, идею вы, надеюсь, поняли. Пишите в комментариях, чтобы вы туда поместили, даже если это третий эшелон, это ваше право, можете расписывать. Помните, что ценники я беру с распродаж. Притом, допустим, первое место в Российской Федерации намного проще купить на распродаже, притом на 10% примерно дешевле, чем я указал
в топе. Ваше право покупать это у соседа в 2 раза дороже. Мое право указывать ценники, за которые приобретал эти смартфоны я. В своей личной телеге я скидываю очень часто скрины. Допустим, тот же Pixel уже сразу сходу торговался на Алиэкспрессе по ценнику, равному в магазине. Почему? Потому что его как-то продавать им надо, без разницы, через любые площадки. Вот такое длинное, нудное вступление. Всем девайсам в топе от меня, да, обязательно включаем голову, ставим лайк за труды, подписываемся на канал и пишем, какие бы вы еще топы хотели увидеть на канале. Топ умных часов новые есть, еще к слову, и топ беспроводных наушников. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. В скидках выгодные цены, в канале взаимопомощи вам посоветуют, что купить, когда вы пропишете по ТЗ, что вам надо и какие средства у вас есть и где вы планируете покупать. А в моем личном телеграм-канале мы постоянно общаемся по поводу разных новинок, которые я покупаю. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к топу 10 смартфонов до 30 тысяч рублей 2023 года. Полетели. 10 место занимают Xiaomi Redmi Note 12T Pro. Данная модель имеет IPS-экран с яркостью в 650 нит и 144 Гц частотой обновления экрана, что очень даже круто. Процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultra, поддержка быстрой зарядки до 67 Вт, поддержка Wi-Fi 6 серии. Основной сенсор здесь на 64 мегапикселя с поддержкой видеосъемки в 4К 30 FPS, что очень даже неплохо. В комплекте со смартфоном есть силиконовый чехол, блок питания на бодрые 67 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Внешний вид Note 12T Pro портит только громадный подбородок. В остальном он по мне выглядит хорошо. Корпус, разумеется, выполнен из пластмассы, хотя это не особо и важно, все равно в чехле носить будете. Вес смартфона составляет 200 граммов, а габариты 163 на 74 на 8,9 мм. Смартфон имеет влага- и пылезащиту класса IP53, что хорошо. Разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0, динамики, стерео с поддержкой Dolby Atmos и хорошим качеством звука. Основные Bluetooth кодеки тоже на борту, к слову, установлен Bluetooth чип версии 5.3. ИК-порт и мини-джек присутствуют. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS LCD дисплеем на 6,6 дюйма с разрешением 2460 на 1080 пикселей. Соотношение сторон 20,5 к 9 с поддержкой HDR10, Dolby Vision и Z-Real. Частота обновления экрана максимум 144 Гц, а автоматический режим можно включить в настройках, разумеется. Напоминаю, что 144 Гц поддерживают очень мало приложений игр, и вряд ли вы будете их использовать в принципе, если вы не живете в Китае. Мультитач на 10 касаний поддерживается, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, что большинство, кстати, очень даже любят, распознавание лиц и стандартными способами разблокировки. Все способы разблокировки работают хорошо, но минус за то, что можно завести один и тот же отпечаток пальца несколько раз. В принципе, как и у всех xiaomi-шных смартов. Биометрические данные лица можно заводить 2 раза. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultra с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,1 ГГц, графический процессор Mali G610MP6, интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии, оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128, 256 и 512 ГБ. Слот под 2 нано-сим-карты, имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, а для 4G бенды 7 и 20 отсутствуют, что, разумеется, для многих будет минус. Но для большинства тех, кто живет в больших городах, от этого ни тепло, ни холодно, если вы на дачу далеко не отъезжаете. Датчик приближения меня не подводил. Смартфон также оснащен модулем NFC. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра, что для Dimensity стандартно. Емкость аккумулятора 5080 мАч. В PC-марке устройство выдало результат неплохой в 7 часов 41 минуту. Заряжается он от 0 до сотки в среднем за 53 минуты. К слову, в PC-марке яркость по максимуму была, разумеется, и герцовка тоже. Беспроводной зарядки здесь, разумеется, нет. За 1 час в играх с одновременным стримингом на Твиче уходит в среднем 26%. Напоминаю, что подобные смартфоны я еще тестирую на лайв-канале, и там все, как говорится, пруфы. Заходите и смотрите. Смарт не перегревался и прошел тест он
отлично. В синтетических тестах Smart показал себя достойно. Результаты тестов с примерами фото и видеосъемки смотрите в полноценных обзорах на все смартфоны в топе. Ссылки на обзоры, я повторяюсь, прикрепил под роликом, либо берите их в описании. Переходим к камере. Основной сенсор на 64 мегапикселя с апертурой 1.79, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макро на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 30 FPS, цифровая стабилизация на борту, а вот оптической нет. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится в верхней части экрана, но мы знаем, как Xiaomi к фронталкам относится. Максимальное разрешение для съемки видео у него довольно неплохое, 1080p 60 FPS. Минусы данной модели — это нет 20 и 7 бенда, хотелось бы полноценный слот, старенький USB Type-C разъем. Резюмирую, Xiaomi Redmi Note 12T хоть и занимает 10 место моего топа, но смартфон, учитывая железо, показал себя в поставленных задачах хорошо, и я его однозначно могу рекомендовать. На 9 месте моего топа красуется Vivo iQOO Z8. Не самый популярный бренд в России, но те, кто интересуется электроникой, знают, что это топовый бренд. Из интересного — это поддержка Wi-Fi 6E серии, отличная оперативная память, наличие ИК-порта и мини-джека на 3,5 мм, быстрая зарядка на 120 Вт, он заряжается на 100% от нуля за 26 минут. Оптическая стабилизация на борту, процессор MediaTek Dimensity 8200. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, напомню, блок питания на 120 Вт с китайской вилкой и кабелем для зарядки с Type-C на Type-C. Далее весит смартфон 201 грамм, а габариты 164 на 76 на 9 мм. Дизайн смартфона для iQOO стандартный, выглядит смарт стильно. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка пластиковая. Погружать его в воду нельзя, так как защиты от влаги нет. Разъем USB Type-C OTG версии 2.0, ИК-порт и мини-джек на 3,5 мм в наличии, динамики с неплохим стереозвуком и предустановками. Вибромотор настраиваемый, 4D вибрация для игр в наличии, но только для некоторых игр. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,64 дюйма с разрешением 2388 на 1080 пикселей и сертификацией SGS. Экран плоский, есть поддержка HDR10, Dolby Vision, контрастность 1500 к 1, подбородок у экрана средних размеров, плотность пикселей 395 ppi. Золотая середина для среднячков. Пиковая яркость 650 нит. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, автоматический режим также на борту, как и 60 Гц и 90 Гц. В играх сенсорный отклик хороший, мультитач имеется, на 10 касаний откликается он, правда, плохо, но откликается в отличие от айфонов, у которых тач максимум на 5 пальцев. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознавания лиц, а также стандартными способами разблокировки. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом, сканер отпечатков пальцев работает корректно и быстро. Зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя. Летим дальше. Процессор здесь установлен MediaTek Dimensity 8200 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,1 ГГц. Графический процессор здесь используется Mali G610 MC6, интерфейс Origin OS 3 на базе Android 13 версии. Google сервисы встают без проблем, интерфейс работает хорошо. Микрофризы встречаются, но редко. Русский язык на борту, шрифт можно поменять в настройках. Оперативная память LPDDR5 доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя же память UFS 3.1, что неудивительно, на выбор 256 или 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6E серии, поддержка 5G сетей, для 4G сети 7 и 20 бенд отсутствует, но как и смартфон на 10 месте, связь Smart в больших городах ловит отлично. Датчик приближения отрабатывает корректно, запись разговора на борту и без уведомления о начале записи. Слот прорезиненный на 2 нано-сим-карты, карту памяти запихать нельзя. Bluetooth версии 5.3, NFC Smart поддерживает, MirPay встает без проблем. GPS в городских условиях показывает точность до 1 метра, емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке Smart выдал 8 часов 24 минуты. Smart поддерживает быструю зарядку на 120 Вт, беспроводной зарядки нет, но есть реверсивная 7,5 Вт. Заряжается он от 0 до сотки в среднем по моим тестам за 26 минут. Для игры есть стандартный игровой режим, который можно встретить в смартфонах iQOO и Vivo. В играх без активации игрового режима с одновременным стримингом на Твиче за час уходит всего 22%. Яркость сбрасывается, играть с такой яркостью сложно, но при этом 90 FPS в PUBG он держал хорошо. В отличие от Pixel 8, обзор на который вы скоро увидите, и на лайв-канале уже его прогонял двумя способами. С камерой, кстати, было все неплохо. Смартфон этот не лучшим образом прошел тротлинг-тест, а также показал плохую стабильность в тестах 3D Mark, но вот в Antutu результаты были более радужные. Перейдем к камерам. Основной сенсор на 64 мегапикселя с оптической стабилизацией, но без оптического зума. Также есть затычка на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного сенсора 4К 30 FPS и ниже. Цифровая стабилизация также на борту. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. Минусы: нет 7
и 20 бенда, пластиковая рамка, нет 60 FPS для фронтальной камеры, смартфон сбрасывает яркость в играх. Ко всему, стабильности данной модели по мне слегка не хватает. Хотя по сумме факторов и стоимости я все равно назову его топом, и он однозначно здесь достоин быть. Если вы такую штуку выбрали, поверьте мне, не зря. Резюмирую, Vivo IQ Z8, учитывая стоимость, за которую его можно приобрести, великолепный вариант. Опять же, если вас не пугает смартфон в китайской версии. Гуглы здесь есть, русский язык есть, и в принципе по IQ веток уже хватает. Придумали-то их для того, чтобы они были игровыми, а так много всего интересного в нем есть. 8 место занял OnePlus Nord 3. Да, его возможно купить за 30 с копейками, нужно просто поискать. Притом хорошенечко, но все у вас получится. AMOLED дисплей у него на 6,74 дюйма, пиковая яркость 1450 нит, это вообще смартфон из другой лиги чуть-чуть. Процессор MediaTek Dimensity 9200, вибромотор с технологией O-Haptics, переключатели режимов OnePlus Alert Slider, сканер отпечатков пальцев, внедренный в экран, 4К 60 FPS для основного сенсора, звучит как минимум заманчиво, правда? В комплекте со смартфоном здесь положили силиконовый чехол, защитную пленку, которая уже наклеена на экран, адаптер питания на 80 Вт, фирменный кабель для зарядки с USB-A на Type-C, слот в данной модели под 2 нано-сим-карты и габариты смартфона 162 на 75 на 8 мм, а вес 194 грамма. Рамка у Nord 3 выполнена из пластмассы, а тыльная часть из стекла с матовым покрытием, напоминающим Soft Touch. Качество материалов хорошее, смартфон лежит в руке комфортный. Смарт довольно легкий и не габаритный. Заявленного стандарта защиты от влаги у смартфона нет. На корпусе расположили переключатели режимов OnePlus Alert Slider, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, качество звука среднее. Bluetooth кодеков на борту в принципе достаточно, а вибромотор тактильно приятный, как всегда у OnePlus, O-Haptics. В моем топе это лучшая вибрация. ИК-порт на борту, а вот мини-джека не завезли. Летим дальше. Установлен здесь AMOLED дисплей на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей. Экран покрыт стеклом Asahi Glass AGC DT Star 2. Рамки небольшие, подбородок не громадный, экран плоский. Ура! Соотношение сторон 20,1 к 9, соотношение экрана к корпусу 93,5%. Глубина цвета 10 бит. Цветовой охват 100% sRGB и DCI-P3, а также есть поддержка HDR10+. Плотность пикселей 451 ppi, пиковая яркость 1450 нит, что очень даже хорошо. Частота обновления экрана максимум 120 Гц с адаптивным режимом от 40 до 120 Гц. Тач на 1000 Гц. В играх экран показал себя в плане отклика хорошо. Мультитач на борту и на 10 касаний экран откликается моментально. Показатели шима не лучшие, что я встречал, на это стоит обратить внимание при покупке. Разблокировать же экран можно, разумеется, при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом, и внести биометрические данные можно только одного лица. Сканер отпечатков пальцев отрабатывает хорошо и довольно быстро. Завести можно до 5 отпечатков, ко всему один и тот же отпечаток не заводится, и это хорошо. Процессор здесь установлен MediaTek Dimensity 9200, здесь техпроцесс стандартный 4 нанометра, 8 ядер, максимальная частота у него 3,5 ГГц и графический процессор обвесом Mali G710 MC10. Интерфейс Oxygen OS 13.1 на базе Android 13 версии, но точно обновления еще прилетят много раз. Оперативная память LPDDR5X на выбор 8 или 16 гигабайт. Странно, что на 12 они не делают. Внутренняя память UFS 3.1 на 128 или 256 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей ниже. Для 4G 7 и 20 бенд на борту. Запись разговоров китайской версии смартфона есть. Bluetooth версии 5.3 NFC смартфон поддерживает. GPS-тест в городских условиях показывает точность 1 метр, которая хуже, чем 3 метра у Qualcomm. Емкость аккумулятора 5000 мАч. Смарт поддерживает быструю зарядку Super VOOC Endurance Edition на 80 Вт. Беспроводной зарядки нет, как и реверсивной. Смарт заряжается от 0 до сотки за 32 минуты. В играх за 1 час улетает в среднем 31%. Смарт сбрасывает 10% общей яркости после 30 минут игры, но играть можно. Тротлинг-тест смартфон проходит хорошо. Тест памяти, к сожалению, выдает печальные цифры, но результаты в основном тесте производительностью Antutu достигают практически 1 миллиона. Далее, основной сенсор Sony IMX890, это, кстати, неплохо, я бы даже сказал, очень даже хорошо. 50 мегапикселей с апертурой f1.8, автофокусировкой, оптической стабилизацией. Далее есть сверхширик Sony IMX355 на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов, фокус фиксированный, апертура 2.2. Последний сенсор это макромодуль
модуль на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 60 FPS, фронтальный сенсор на 16 мегапикселей с фиксированным фокусом и электронной стабилизацией находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. Минусы: нет мини-джека, плохая оптимизация под игры, как и плохая оптимизация расхода заряда. Сложно найти в 30 с маленькими копейками. Будем надеяться, что курс просядет, что он и делает. Но во всяком случае 11.11 точно будет 30 их маленький хвостик. Потому что Али всегда корректирует курс под распродажи, это заменяет купоны. Резюмирую, OnePlus Nord 3 в совокупности всех плюсов и стоимости, лично по моему субъективному мнению, неплохой вариант. Синоним хороший. Из OnePlus средняков он прям молодец, если вы знаете, что такое OnePlus. Седьмое место — это Realme 11 Pro Plus. Данный смарт — это пик стиля, так как над дизайном работал дизайнер принтов Gucci. Хоть это был и бывший дизайнер Gucci. Интересно, почему, правда? Из интересного можно выделить изогнутый AMOLED-дисплей на 6,7 дюйма, поддержку быстрой зарядки до 100 Вт, вибромотор с технологией O-Haptics, отличное ПО и основной сенсор на 200 мегапикселей с апертурой f1.69. Комплект поставки хороший, силиконовый чехол, смарт, наклеенная защитная пленка, ключ, с которым можно доставать, слот под 2 нано-сим-карты, блок питания на 100 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. К слову, на этот смартфон я делал обзоры на китайскую версию и на глобальную. Можете посмотреть на канале. В бежевой и зеленой расцветке данная модель имеет трехполосный шов на тыльной части. Внешний смартфон лично мне понравился. Тыльная часть выполнена из искусственной кожи, а рамка пластиковая. Весит 11 Pro Plus 190 граммов, а габариты его 162 на 74 на 9 мм. Разъем USB Type-C OTG установлен в версии 2.0. Также есть два микрофона с шумоподавлением, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и предустановками звучания. Вибромотор с поддержкой технологии O-Haptics, и настроить интенсивность сенсорного отклика возможность есть. Минус за то, что нет мини-джека. ИК-порта официально заявленного стандарта защиты от влаги, брызг и пыли тоже нет. Летим дальше. Смартфон оснащен изогнутым AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей Full HD+, и закаленным стеклом с двойным усилением. Соотношение экрана к корпусу 93,65%, контрастность 5 миллионов к 1. Цветовой охват 100% DCI-P3 с поддержкой 1,7 миллиарда цветов и HDR10+. Смартфон имеет 20 тысяч уровней затемнения для более плавной регулировки яркости. Пиковая яркость только 850 нит, плотность пикселей 394 ppi, и то и другое не топ. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. Ко всему есть авторежим. Мультитач есть, и экран на 10 касаний откликается довольно быстро. Полноценный АО тоже на борту. Что касается шима, то его показатели слегка лучше средних, так как шим не поднимается выше 20%. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран и с измерением пульса. Распознавание лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лица срабатывает корректно, и внести биометрические данные можно только одного лица. Сканер отпечатков пальцев работает довольно быстро. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, при этом можно завести 5 других отпечатков пальцев. Летим дальше. Процессор здесь MediaTek Dimensity 7050 с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,6 ГГц, графический процессор Mali G68MC4, интерфейс Realme UI версии 4.0, разумеется, будет все круче чуть позже, на базе Android 13 версии. Операционная система работает хорошо, за время использования сильных лагов, тормозов я не встречал. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 256 или 512 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, VoLTE, VO Wi-Fi, поддержка 5G сетей и технологии Dual 5G. Для 4G 7 бенд на борту, как и 20. В китайской версии это не так. Но в глобалке нет записи разговора без уведомления собеседника о начале записи, так что выбирайте. Плюс глобалка, разумеется, дороже и не влезает здесь в тридцатник. Никак. Датчик приближения отрабатывает без нареканий, Bluetooth версия 5.2, NFC модуль в наличии, и можно устанавливать MirPay и платить. GPS-тест показывает точность в 1 метр. Напоминаю, что GPS-навигация навигация работает намного лучше в смартфонах от Qualcomm. Емкость аккумулятора 5000 мАч, а 11 Pro Plus поддерживает быструю зарядку до 100 Вт, заряжается от 0 до сотки по моим тестам за 30 минут, беспроводной зарядки нет. В PUBG с одновременным стримингом на Твиче за час уходит в среднем 22%. Но смарт сбрасывает яркость на 22% за 20 минут и греется до 41 градуса в игре PUBG. Не особо он игровой. Синтетические тесты смарт прошел далеко не лучшим образом, и переходим к самому интересному. Основной сенсор здесь с магической рекламной цифрой 200 мегапикселей Samsung ISOCELL HP3 Super Zoom с апертурой 1.69. Углом обзора 85 градусов и поддержка оптической стабилизации. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием в 4 см. Запись видео доступна
доступна с основного сенсора в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Фронтальный сенсор Sony на 32 мегапикселя с углом обзора в 90 градусов находится в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. И напоминаю, что все примеры видеосъемки и фотосъемки, как сжимает YouTube, вы можете посмотреть на основном канале, плюс посмотреть исходники в моей личной телеге по ссылке в описании. Вбиваете название смарта и ищите по постам, я все выгружаю. Минусы: нет ЭК-порта, нет мини-джека, не хватает яркости, сбрасывает яркость в играх, нет запаса производительности. Напоминаю, что еще и на лайв-канале есть несколько обзоров, посвященных этому смартфону, как и всем из этого топа. И резюмирую. Realme 11 Pro Plus смарт с однозначным стильным дизайном, хорошим ПО, удобной эргономикой. По всем остальным моментам он просто неплох, поэтому такое место, и в принципе это довольно высокое для него место. Огромный его плюс то, что вы можете пойти в любой магазин, пощупать его, потрогать, пофотографировать, проверить, как лагает или не лагает оболочка, только попросите ее обновить для начала продавцов и решить для себя, интересно вам это или нет. На шестом месте моего топа по праву красуется Poco X5 Pro 5G. Кратко, это Flow AMOLED DOT дисплей на 6,67 дюйма, поддержка 5G с функцией Dual Stability 5G плюс 5G, наличие мини-джека и К-порта. Основной широкоугольный сенсор на 108 мегапикселей, NFC-модуль и не только. Поставляется смарт вместе с силиконовым чехлом, наклеенной защитной пленкой, блоком питания на 67 Вт и кабелем для зарядки с USB-A на Type-C. X5 Pro весит 183 грамма, его габариты составляют 163 на 76 на 8,6 мм. Грани у смартфона прямые, выглядит он по мне хорошо. Рама выполнена из пластмассы, как и тыльная часть. Смарт довольно тонкий и в руке лежит удобно. Официально защиты от влаги и пыли, разумеется, нет. Разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0. По звуку установлены стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos, сертификацией HiRes Audio и Audio Wireless, несколькими предустановками звучания и даже кастомным эквалайзером. По качеству звучания он оставляет желать, правда, лучшего. Стандартно верхний динамик тише, чем нижний. X-осевой линейный вибромотор имеет ниже среднего по качеству тактильную отдачу, но круто, что есть мини-джек и К-порт. Многим они будут полезны. Далее, Poco X5 Pro оснащен Flow AMOLED DOT дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+, и негромадными рамками. Цветовой охват 100% DCI-P3, контрастность 5 миллионов к 1. Экран поддерживает более 1,7 миллиарда цветов, имеет глубину цвета 10 бит, технологию HDR10+, Dolby Vision и Sunlight Display. Плотность пикселей 394 ppi, пиковая яркость 900 нит. Частота обновления экрана 120 Гц, с адаптивным режимом есть вшитый DC-димминг на 1920 Гц, показатели шима выше 20% не поднимаются, но это и немало, хотя это хорошо. Always on Display 10-секундный, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, разблокировки по лицу и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, завести можно до 5 отпечатков, и распознавание лица срабатывает неплохо даже под небольшим углом. Внести биометрические данные можно, разумеется, только одного лица. Может, с ПО добавили и второе? Напишите. Далее слегка скромно. Процессор Poco X5 Pro Qualcomm Snapdragon 778G. Техпроцесс 6 нанометров, 8 ядер. Максимальная частота у него 2,4 ГГц. Графический процессор Adreno 642L. Интерфейс MIUI на базе Android 12 версии. Уже прилетели обновления по-любому с момента обзора. Оперативная память LPDDR4X и на выбор 6 или 8 ГБ. Внутренняя память UFS 2.2 на выбор 128 или 256 ГБ. Есть поддержка Wi-Fi 6 серии, что хорошо, поддержка 5G с функцией Dual Stability 5G плюс 5G. Для 4G сетей есть 7 и 20 бенды. Связь смартфон ловит хорошо. Микрофоны отрабатывают отлично, и датчик приближения лично у меня работал великолепно. Bluetooth версии 5.2, NFC-модуль в наличии, но отмечу, что есть проблемы с работой NFC, если надет чехол. Емкость аккумулятора 5000 мАч. Смарт поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, заряжается от 0 до сотки в среднем за 46 минут, в играх за 1 час. В среднем смартфон поедает 24%, в тесте Antutu на производительность он потратил 3% заряда. Для примера, Pixel 8 сейчас у меня сегодня потратил в Antutu 7%. Вы понимаете, да, какие пиксели молодцы. Что касается камер, установлен основной широкоугольный сенсор на 108 мегапикселей, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя. Запись основного сенсора доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Оптостаба нет, но есть цифровая, которая отрабатывает неплохо. Но если снимать в движении, то картинка будет смазана. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится в небольшом вырезе верхней части экрана по центру. Запись фронтального сенсора доступна в максимальном разрешении 1080p 60 FPS. Не забываем смотреть полноценный обзор для того, чтобы лицезреть все тесты, какие он проходил, и примеры видео. Минусы: плохое качество звука и вибрации, мало яркости у экрана. Poco X5 Pro 5G имеет ряд приятных плюсов, один из которых цена. С учетом этого X5 Pro и занял данное место в моем топе. Он не супер свежий смартфон, но по
по сумме качеств комьюнити, то есть сколько людей его приобрело и сколько форумов посвящено данному смартфону, и оптимизации железа конкретно под его ценник, он все еще в топе. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, и всем огромное спасибо тем, кто осиливает этот топ. Такой вот у меня взгляд на железки после года тестирования очень большого количества смартов. 5-е место занял смартфон от компании бренда Realme, а именно Realme 11 Pro, что неудивительно. Из плюсов можно выделить AMOLED дисплей на 6,7 дюйма, высокочастотное шумозатемнение до 2160 Гц, 2 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, отличные фото на выходе, основной сенсор ProLight на 100 мегапикселей с апертурой 1.75, хороший комплект поставки, в который входит сам смарт с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, блок питания на 67 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, весит 11 Pro 188 граммов, а габариты его 162 на 74 на 8,7 мм. Дизайн устройства такой же, как у Realme 11 Pro Plus. В черной расцветке тыльная часть выполнена из пластика с тактильно приятным покрытием, а рамка пластиковая, но по мне он выглядит слегка в черном цвете дешево. Сборка хорошая, как качество материалов, официально заявленного рейтинга защиты от брызг, воды и пыли нет. По удобству смарт показал себя более чем достойно, он довольно легкий и комфортный в использовании. Установлен здесь, к сожалению, и неудивительно, USB Type-C OTG версии 2.0, 2 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos и предустановками звучания. Bluetooth кодеков на борту более чем достаточно, вибромотор тактильно неплохой. Минус за то, что нет мини-джека и ИК-порта. Летим дальше. Смарт оснащен изогнутым, к сожалению, AMOLED дисплеем на 6,7 дюйма, я люблю прямые, с разрешением 2412 на 1080 пикселей, Full HD+, с закаленным стеклом с двойным армированием на 0,65 мм. Соотношение экрана к корпусу 93,65%, рамки и подбородок небольшие, контрастность 5 миллионов к 1. Цветовой охват 100% DCI-P3 с поддержкой 1,7 миллиарда цветов и HDR10+. Автояркость с 20 тысячами уровнями затемнения работает отлично и корректно, пиковая яркость 950 нит, очень скромно, плотность пикселей средняя 394 ppi. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, на выбор также есть автоматический режим и 60 Гц. Тач на 360 Гц, а мгновенная частота дискретизации до 1260 Гц. Тест на частоту дискретизации касания показал средний результат, в играх сенсорный отклик хороший. Мультитач есть и экран на 10 касаний откликается без проблем. Полноценный AOT на борту, высокочастотное шум-затемнение до 2160 Гц, шум выше 20% не поднимается и при длительном использовании смартфона глаза от экрана не устают. Далее, разблокировать экран можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран с измерением пульса, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев и технология распознавания лиц работает хорошо. Стандартно для Realme зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, и при этом можно завести 5 других отпечатков пальцев, а внести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессору установлен MediaTek Dimensity 7050 с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,6 ГГц, графический процессор Mali G68, интерфейс Realme UI версии 4.0 на базе Android 13 версии, но прилетят по любому обновлению не один год. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 8 ГБ. И все, навыбирались. Внутренняя память на выбор 128 или 256 ГБ. В китайской версии есть версия с ОЗУ на 12 ГБ и внутренней памятью до 512 ГБ. Во всяком случае, на Али продаются подобные версии 11 Pro. Что там приходит, я не знаю. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка технологии Dual 5G для 4G сетей 7 бенд на борту, как и 20, но только в глобальной версии. Датчики приближения отрабатывают без нареканий, связь смартфон ловит отлично. Запись разговора в стоке есть, но с уведомлением собеседника о начале записи. Слот прорезиненный только на 2 наносим-карты. Bluetooth версии 5.2, NFC имеется. GPS-тест показывает точность в 1 метр, но напоминаю, что Qualcomm лучше справляется, чем Dimensity с позиционированием. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке Smart выдал 9 часов 8 минут, а Work Performance 14550 баллов. В среднем, что показал он в других тестах, можете посмотреть в полном обзоре. 11 Pro поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, заряжается от 0 до сотки за 37 минут. Беспроводной зарядки нет. В играх с одновременным стримингом в 1080p за час в среднем уходит 24%. В играх Smart показывает себя неплохо, нагрев корпуса средний. Подлагивания изредка проскальзывают, но если играть и одновременно стримить, все нормально. В тестах Smart показал себя неплохо, учитывая железо, но не супер. Видали мы и получше. Основной сенсор теперь про камеры. ProLight на 100 мегапикселей, помните, у Pro Plus был на 200 с апертурой 1.75. Углом обзора в 79,5 градуса и оптической стабилизацией. Плюс еще один сенсор на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием 22 мм, углом обзора в 88 градусов
градусов и апертурой 2.4. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Фронтальный сенсор Sony на 16 мегапикселей с углом обзора 82,3 градуса находится в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе. Максимальное разрешение у него для съемки видео 1080p 30 FPS. Минусы: нет NFC модуля, нет АК-порта, нет мини-джека, нет сверхширика, нет возможности вставить память microSD. Резюмирую, в плане камер данный девайс мне понравился, особенно если говорить про фотосъемку. В моем телеграм-канале, повторяюсь, вы можете посмотреть исходники фотографии этого смарта. Обычно в обзорах я сравниваю смартфоны с чем-то. Можете посмотреть, с чем я сравнивал этот смарт. На 4-м месте моего топа по праву стоит Xiaomi Poco F5. Он имеет мини-джек, АК-порт, Flow AMOLED дисплей на 6,67 дюйма с защитой Corning Gorilla Glass 5 версии, Wi-Fi 6E серии, поддержка Dual 5G, 1 124 000 баллов в Antutu и камера с оптической стабилизацией. Со смартфоном мы имеем ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты, защитную пленку, наклеенную на смартфон, блок питания на 67 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Poco F5 весит 181 грамм, а его габариты составляют 161 на 75 на 8 мм. Poco F5 можно приобрести в черной расцветке с тыльной частью, выполненной под карбон. Дизайн устройства не самая сильная его сторона, рамка выполнена из пластмассы, как и тыльная часть. За что минус. Качество материалов неплохое, как и сборка. Ко всему, данная модель имеет водонепроницаемость класса IP53. Установлен здесь разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0, микрофоны, 2 стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Atmos, сертификации HRS Audio и HRS Audio Wireless. На борту есть несколько предустановок звучания и кастомный эквалайзер. Качество звука среднее, но для данной ценовой категории оно хорошее. Poco F5 оснащен небольшим количеством аудиокодеков, но основные на борту. X-осевой линейный вибромотор настраиваемый и нет опорный. Мини-джек на борту, как и АК-порт. Далее, Poco F5 оснащен Flow AMOLED дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+. Плотность пикселей 395 ppi, соотношение экрана к корпусу 93,4%. Экран плоский, рамки не громадные, как и подбородок. Покрыт он стеклом Corning Gorilla Glass 5 серии, цветовой охват 100% DCI-P3, экран поддерживает 68 миллиардов цветов и имеет контрастность 5 миллионов к 1. Из интересного есть еще HDR10+, Dolby Vision, адаптивный режим HDR, сертификация SGS Low Blue Light EX, яркость 500 нит, пиковая яркость 1000 нит, частота обновления экрана 120 Гц с адаптивным режимом, тач на 240 Гц, довольно скромный, в играх экран показал себя неплохо, мультитач на борту, экран спокойнейшим образом, в отличие от яблок, откликается на 10 касаний, все яблоки на 5. Шим затемнения 1920 Гц, шим в пределах нормы, АОТ на борту, но не полноценный. Разблокировать экран можно при помощи сканеров отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознавания лиц и, как всегда, стандартными способами. По поводу отпечатков можно их 5 штук завести, притом 5 раз одно и то же. И распознавание лиц срабатывает неплохо даже под углом. Регистрировать можно до 2 лиц. Процессор в Poco F5, разумеется, Snapdragon 7 Plus Gen 2 от Qualcomm, техпроцессор 4 нанометра, 8 ядер и максимальная частота у него 2,9 ГГц. Обвесом идет графический процессор Adreno 725 и система охлаждения Liquid Cool VC 2.0. Интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии, оперативная память LPDDR5 и на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 на 256 гигабайт, есть поддержка Wi-Fi 6E серии, поддержка Dual 5G, 4G сетей и ниже. 7 и 20 бенды на борту, связь смартфон ловит хорошо, датчик приближения отрабатывает корректно и не глючит. Хотя у некоторых Xiaomi, у кого-то он глючит. У меня редко глючат датчики, я не знаю почему, тестирую по-разному. Можете написать, может быть как-то в прыжке надо их тестировать. Bluetooth версии 5.3, NFC модуль в наличии, GPS-тест показывает точность 3 метра, но по моим тестам и отзывам, как я уже говорил, смартфоны на процессорах от Qualcomm в плане GPS справляются всегда лучше, не устаю повторять. На Mediatek хуже. Аккумулятор здесь на 5000 мАч, быстрая зарядка на 67 Вт, от 0 до сотки он будет заряжаться у вас за 47 минут, в письмарке он выдал 8 часов 26 минут, в Work Performance 13464 балла, что тоже неплохо. При игре в PUBG New State с одновременным стримингом на Твиче за 1 час в среднем смартфон поедает 27%. Если говорить в целом, как F5 справился с моим тестом, то он не перегревался, но сбрасывал яркость 2 раза, да и расход заряда я встречал куда более оптимизированный. Далее, основной сенсор по камерам OV64B на 64 мегапикселя с оптостабом, бесполезным сверхшириком на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и затычка макро тоже на 2 мегапикселя бесполезная. Запись видео с основного сенсора доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS, а суперстабилизация в 1080p 30 FPS. Цифровая стабилизация, разумеется, на борту. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится в небольшом вырезе верхней части экрана по центру. Запись видео с фронтального сенсора доступна в максимальном разрешении 1080p 60 FPS.
FPS. В стоковой камере много всяких функций. Примеры съемки, повторяюсь, в полном обзоре. Примеры фото-видео не сжатом виде в моей личной телеге. Подписываемся. Минусы: сбрасывает яркость в играх, пластиковый корпус, быстро расходуется заряд аккумулятора, плохой ночной режим, нельзя расширить внутреннюю память, что в принципе у всех практически так. Резюмирую, Xiaomi Poco F5 почетно занимает 4-е место, так как плюсов данной модели более чем достаточно, но лично для меня их не хватило, чтобы войти в тройку лидеров. Потому что Poco до этого делали лучше, намного. Тройку лидеров у меня открывает смартфон под названием Vivo iQOO Neo 8, который может похвастаться процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, AMOLED-дисплеем от боя на 6,78 дюйма. Пиковая яркость у него 1300 нит, 144 Гц частота обновления экрана, поддержкой Flash Charge на 120 Вт, 1 283 000 попугаев в AnTuTu, основной сенсор Samsung Gen 5 на 50 мегапикселей с оптостабом и с 4К 60 FPS для видеосъемки. В комплекте со смартом, на котором, к слову, уже наклеена защитная пленка, есть силиконовый чехол довольно неплохого качества, блок питания здесь на 120 Вт и кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Дизайн смарта Neo 8 выглядит свежее, в отличие от прошлых моделей этой компании. Тыльная часть выполнена из матового стекла, а рамки из пластмассы. В красной расцветке тыльная часть выполнена из искусственной кожи, и интересно смотрится блок камер с карбоновой текстурой. Понятно, что это все будет убито, если вы будете носить все это дело без чехла. Довольно быстро, хотя все зависит от условий. Но красиво. Весит смартфон 199 граммов, а габариты 164 на 77 на 8,5 мм. В руке смарт лежит у меня удобно. Одной рукой пользоваться смартом в принципе можно без проблем, привыкаешь к лопатам. Защита от воды и пыли официально нету. Установлен здесь USB Type-C OTG версии 2.0. Стандартно 2 микрофона и капорта, а вот мини-джека нету. Далее есть динамики, звучание неплохое, стерео, вибромоторчик неплохой, еще и настраиваемый, и Bluetooth аудиокодеков на борту, как всегда, достаточно. Напоминаю, что iQOO принадлежит Vivo, а Vivo это корпорация BBK, и туда еще, как вы понимаете, входит и Oppo, и Realme, и OnePlus, так что все они делятся своими разработками. Подбородок у экрана есть, но небольшой, цветовой охват 100% DCI-P3, плотность пикселей 452 ppi, что хорошо, пиковая яркость 1300 нит, при измерении яркости экран выдал 505 люксов. В солнечный день с автоматической включенной яркости большинству будет яркости хватать. Запас яркости небольшой, но есть. Частота обновления экрана максимум 144 Гц, также есть на выбор 60 Гц и автоматический режим. Частота мгновенной дискретизации касания 1200 Гц, мультитач на борту, но на 10 касаний экран откликается не очень хорошо. Шим затемнения до 2160 Гц, показатели шима выше 15% не поднимаются, что прям очень отличный результат. Полноценный АОТ в наличии. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатка пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Также есть комбинированный способ разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает быстро, зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя. Распознавание лица тоже великолепно отрабатывает. Процессор установлен Snapdragon 8 Plus Gen 1 от Qualcomm. Техпроцессор у него 4 нанометра, 8 ядер. Максимальная частота у него 3,0 ГГц. Графический процессор Adreno 730, и ко всему установлен еще чип V1+, который они запихивают в топовые Vivo. Интерфейс Origin OS 3 на базе Android 13 версии, разумеется, будет обновление. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 12 и 16 гигабайт. И напоминаю, что у всего iQOO практически есть русский язык на борту, и, разумеется, Google сервисы работают. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 256 гигабайт или 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей. Для 4G сети 7 бенд на борту, а 20 отсутствует. Глобалки, как вы понимаете, у этой модели нет. Слот прорезиненный по 2 нано-сим-карты, карту памяти запихать нельзя. Связь смарт ловила отлично, проблем у меня с датчиком приближения и микрофоном не было. Запись разговора на борту без уведомления о начале записи собеседника. Bluetooth версии 5.3 NFC смартфон поддерживает. MirPay встает, GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров. Емкость аккумулятора здесь 5000 мАч, в PC-марке он выдал 9 часов 44 минуты, а в Work Performance 10 990 баллов, не так и много. Vivo iQOO Neo 8 поддерживает Flash Charge на 120 Вт, беспроводной зарядки нет. От 0 до сотки он у меня зарядился за 24 минуты, это прям вау. В настройках ультраигрового режима можно включить 4D вибрацию для игр, но она в основном работает в Китае, в китайских играх. Также можно подключить и настроить геймпад, и не только. Час игры в Genshin Impact требует всего 18% заряда, что является прям крутым результатом. И плюс сброс яркости всего 12% от общей яркости. Сброс не ощущается. Час игры в PUBG с 90 FPS одновременным стримингом на Твиче поедает 26% заряда. В AnTuTu смартфон выдал результат в 1 283 000 попугаев. Storage тест показал великолепные 86 тысяч. Переходим к камерам. Основной сенсор Samsung Gen 5 на 50 мегапикселей с оптостабом и датчиком глубины на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 60 FPS. Цифровая стабилизация на борту.
Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей, находится он в верхней части по центру экрана. Максимальное разрешение для съемки у него 1080p 30 fps. Минусы: нет мини-джека, нет 20-го бенда. И резюмирую, Vivo IQ Neo 8 по мне имеет минимальное количество минусов, и данный смартфон просто великолепный выбор. На третьем месте он по одной простой причине. Угадайте какой? Правильно, IQ не очень хорошо знают, и если вы его приобретете, возможно, будет проблема при перепродаже. На втором месте моего топа, что странно, Google Pixel 7a. Здесь у нас стоит USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 2, OLED-дисплей на 6,1 дюйма, поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E версии, основной широкий сенсор Quad PD Quad Bayer на 64 мегапикселя с апертурой 1.89. Но поставляется данная модель без зарядного устройства, и в комплекте есть только кабель с Type-C на Type-C и ключ для извлечения слота под нано-сим-карту. Но можно завести еще и eSIM. Про переходник говорить вам ничего не буду. Вес смартфона 193 грамма, габариты 152 на 73 на 9 миллиметров. Дизайн устройства такой же, как у всей седьмой линейки. Тыльная часть выполнена из глянцевого пластика, а рамка из алюминия. Сборка неплохая, как и качество материалов, корпус марки и скользкий. Установлен здесь разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 2. Далее есть два микрофона, динамики. Звучание здесь стерео, но не полноценное. Качество звука не топ. Мне лично не хватает слегка громкости. Вибромотор мощный и тактильно приятный. Аудиокодеков на борту достаточно. Мини-джека, как и ИК-порта, нет, за что минус. Смарт имеет официальный класс водонепроницаемости IP67. Разумеется, я топил его в полном обзоре. По ссылке в описании можете посмотреть, как себя вел данный смартфон под водой. Еще много чего посмотреть. Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,1 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Экран прямой со слегка закругленными краями. Покрыт он стеклом Corning Gorilla Glass 3 серии. Рамки просто громадные. Выглядит это дело совсем неаккуратно. Контрастность 1 миллион к 1. Есть поддержка HDR. 16 миллионов цветов с глубиной 24 бита. Соотношение сторон 20 к 9. Плотность пикселей 429 ppi, что хорошо. Экран выдает всего 653 люкса с максимальной яркостью. Частота обновления экрана максимум 90 Гц, 120 Гц нет. Мультитач, конечно же, есть, и экран спокойнейшим образом откликается на 10 касаний одновременно. Показатели шима далеки от идеала. Always on Display в наличии. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под дисплей, распознавания лица стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев срабатывает стабильно хорошо, и один и тот же отпечаток пальца можно завести 4 раза. Распознавание лица срабатывает хорошо даже под небольшим углом. Летим дальше. Установлен здесь Google Tensor G2 процессор с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,8 ГГц. Также установлен сопроцессор безопасности Titan M2, графический процессор ARM Mali G710 MP7, операционная система Android 13 версии, оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор только 8 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 на 128 ГБ, чего очень мало, и вставить microSD возможности нет. Также отмечу, что по тестам память установлена не выше, чем UFS 2.1, а не UFS 3.1. Имеется поддержка встроенного VPN на базе Google One, но данная технология работает не во всех странах. Есть поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E версии, поддержка 5G сетей. Есть версия Pixel 7a с поддержкой 5G mmWave и бендов N260 и N261. Для 4G в двух остальных моделях бенды 7 и 20 на борту. Связь смартфон ловит великолепно, датчик приближения работает корректно. Bluetooth версии 5.3, Low Energy NFC поддерживается, можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки NFC модулем. GPS-тест показывает точность 4-5 метров в городских условиях, емкость аккумулятора 4385 мАч. В PC-марке Smart выдал 8 часов 27 минут, а Work Performance 11230 баллов. Смартфон поддерживает быструю зарядку на очень скромные 18 Вт, а также беспроводную зарядку стандарта Qi. Но реверсивной зарядки нет. Заряжается не быстрее, чем за 1 час. В играх с одновременным стримингом за 1 час ушло 29%. Smart сбрасывает яркость и сильно перегревается, но при этом играть в целом удобно. Тесты он прошел совсем нехорошо, что неудивительно, это же пиксель. Основной широкий сенсор Quad PD Quad Bayer на 64 мегапикселя с апертурой 1.89, углом обзора 80 градусов и 8-кратным зумированием в суперразрешении, сверхширокоугольный сенсор на 13 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и автофокусом, оптическая стабилизация на борту, как и цифровая, есть функция разборчивая речь для улучшения записи голоса, запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, 8К нет, как и 120 FPS для 4К. Фронтальный сенсор на 13 мегапикселей находится в верхней части экрана по центру. Фокус фиксированный, а угол обзора в 95 градусов. Максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 30 FPS, что отлично. Различных вспомогательных функций, режимов, фильтров на борту очень много. Основной сенсор справляется с видеосъемкой довольно хорошо. И отмечу, как он
хорошо справляется со светом отдельно. Фронтальный сенсор также себя показал неплохо, но у нее есть шумы, даже в неночное время суток. Стабилизация видео хорошая, но не лучшая. Цветопередача приятная, но скинтон, цвет кожи выглядит ненатурально, опять же по мне, и он выкручивает цвета. Минусы: нет мини-джека, нет ИК-порта, нет в слоте места под microSD и вторую нано-сим-карту, экран царапается быстро, смартфон греется вне зависимости от сценария использования, так как установлен Google Tensor G2, медленная зарядка, скромный комплект поставки, большие рамки вокруг экрана, нет реверсивной зарядки, экран шумит. С другой стороны, за этот ценник здесь, по-моему, лучшая камера, почти лучшая. Резюмирую: Pixel 7a, если не брать во внимание стоимость, неплохой выбор. Смарт достаточно мощный, да и различные сценарии использования показали, что он ведет себя довольно достойно. Для меня, да, это номер 2. Если я Pixel 7 и 7 Pro считаю ужасными просто и не стоящими покупки, потому что аналогов просто море за меньшие деньги, в этой ценовой категории Pixel 7a для фото, по мне, практически лучший вариант. На первом месте моего топа по праву находится Samsung Galaxy A54 5G. В первую очередь, разумеется, за ценник, за который его очень часто скидывают. А часто его скидывают очень выгодно. Смотрите телеграм-канал скидок в поиске. Вбейте его и удивляйтесь. И в наших площадках, и не в наших. То есть это универсальная штука, которая закупились и не знают, как продать подешевле. Здесь у него процессор Samsung Exynos 1380, Super AMOLED экран на 6,4 дюйма с защитой Corning Gorilla Glass 5 версии. Основной сенсор Sony IMX766 на 50 мегапикселей с оптостабом и апертура 1.8. И не будем тянуть. В комплекте мы имеем только сам смартфон без защитной пленки, за что минус: кабель для зарядки с Type-C на Type-C, ключ для извлечения слота для сим-карт и документация. Блока питания, чехла в комплекте нет, к этому мы уже привыкли. Габариты устройства 158 на 76 на 8,3 мм. Вес устройства 200 граммов. Данная модель имеет дизайн как у линейки S, выглядит он стильно, но корпус глянцевый и марки. С другой стороны, без чехла его использовать практически никто не будет. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка из пластика. Грани закругленные, в руке смарт лежит удобно. Качество сборки, разумеется, хорошее. Ко всему, данная модель имеет стандарт водонепроницаемости IP67. На корпусе расположен разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и динамики. Звук стерео, но не полноценная. Смарт имеет поддержку Dolby Atmos, а также на борту есть 9-полосный кастомный эквалайзер, 5 предустановок звучания и технология Adapt Sound. Качество звука для этой ценовой категории неплохое. Вибромотор тактильно приятный, и силу вибраций настроить можно. Bluetooth аудиокодеков на борту немного, но есть SSC кодек от Samsung. ИК-порта и мини-джека не завезли, к нашему сожалению. Смарт оснащен дисплеем Super AMOLED на 6,4 дюйма с разрешением 2340 на 1080 пикселей, глубиной цвета в 16 миллионов. Экран плоский, без закруглений и защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 серии. Рамки симметричные, подбородок средней толщины. Плотность пикселей 403 ppi, что хорошо, но как читалку его использовать не так комфортно, как смартфоны с плотностью пикселей в 500 ppi. Максимальная яркость 1000 нит в режиме HDR, частота обновления экрана 120 Гц, на выбор также есть стандартный 60 Гц. Тест на частоту дискретизации касаний выдал средний результат, мультитач на борту, и экран спокойнейшим образом откликается на 10 касаний одновременно. Полноценный АОТ в наличии, шим космический, что стандартно для смартфонов Samsung. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев находится на удобной высоте, работает он корректно, но не быстро. Распознавание лица срабатывает хорошо, и зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Завести несколько раз один и тот же отпечаток пальца можно, что, конечно, не радует. При этом максимальное количество заведенных пальцев не 5, а 4. Летим дальше. Здесь установлен, к сожалению, у нас Samsung Exynos 1380 с техпроцессом 5 нанометров, 8 ядрами и максимальной частотой в 2,4 ГГц. Ощущаете, как это все печально звучит? Так и есть. Графический процессор Mali G68MP5, интерфейс One UI версии 5.1 на базе Android 13 версии, обновы, разумеется, будут. Для синхронизации с ПК используется Smart Switch, оперативная память LPDDR4X на 6,8 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на выбор 128 или 256 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей. Для 4G есть Band 7 и 20, они на борту, поддержки eSIM нет. Прорезиненный слот на 2 нано-сим-карты и одну карту памяти до 1 терабайта. Связь смартфон ловит хорошо, звучание во время разговора отличное. Но вот датчики приближения работают не всегда корректно. Bluetooth версии 5.3 NFC поддерживается, можно устанавливать MirPay или Samsung Pay, оплачивать покупки. Хотя многие уже привыкли к QR-кодам, правда? GPS-тест показывает точность 3 метра, емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке A54 выдал результат в 9 часов 45 минут. Он поддерживает зарядку на ультра скромные 25 Вт, беспроводной реверсивной зарядки нет, что неудивительно. От 0 до сотки он заряжается за 1 час
час 30 минут. За 1 час игры с одновременным стримингом на Твиче уходит в среднем 21% заряда. Яркость он сбросил в 2 раза, при этом он вывез стрим в 1080p. И переходим к самому интересному, почему он на первом месте. Здесь довольно стандартный сенсор Sony IMX766 на 50 мегапикселей, но он очень хороший, с оптической стабилизацией, апертура 1.8, и здесь он программно допилен великолепно. Сверхширик сенсор на 12 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 123 градуса, макро на 5 мегапикселей с фокусным расстоянием 25 мм и апертурой 2.4. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя находится в верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 30 FPS. Минус — это скромный комплект поставки, нет оптического зума, поддержка зарядки всего на 25 Вт. Шим, как всегда, у Samsung очень не топ. Старенький разъем Type-C, нет акопорта и нет мини-джека. Слабая производительность. Резюмирую, Samsung Galaxy A54 5G по соотношению того, что он дает покупателю, и по соотношению того, как на него дропнулась цена, по моему мнению, на конец 2023 года лучший в данном ценнике. Всем смартфонам в данном топе однозначно да, но этот за свои деньги оптимальный сегодня. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Первое, это, разумеется, предупредить вас, что нужно всегда включать голову, оценивать риски, когда вы получаете посылки, если вы приобретаете их где-то, обязательно снимать это все на видео. Не стесняться открывать споры. Если вы хотите покупать рядом, конечно же, покупайте рядом с гарантией. Если вы очень часто топите, разбиваете телефоны, теряете их, покупайте расширенные гарантии. Все это ваше право. Но чтобы приобрести что-то хорошее, всегда необходимо включать голову. Ну а второй момент, если вы что-то хотите приобрести, не слушайте ни меня, ни еще кого-то, не смотрите ничего, не читайте ничего. Почему? Потому что придет момент, когда вы вообще ничего хотеть не будете из-за возраста. Ну, либо будут этих вещей все меньше и меньше. Хорошо, когда вы эти игрушки хотите, потому что очень просто пойти и приобрести смартфон. Приобрести, допустим, здоровье нельзя. Для того, чтобы приобрести, не знаю, там, навыки какие-то спортивные, необходимо потратить много времени, и не факт, что ты это получишь. Так что эти штуки безопасны, они чаще всего даже развивают наши мозги тем, что мы начинаем думать, каким образом их оптимизировать, что с ними сделать, как настроить камеру. Хорошие игрушки, полезные, но относиться к ним надо все равно как к игрушкам. Повторяюсь, если кратко, всем девайсам в этом топе от меня однозначное да. Подписываемся на канал с колоколом, подписываемся на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Добра и удачи вам, дорогие друзья!